Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Меня зовут Мария, и в этом видео сегодня я буду говорить только по-русски. Я буду говорить медленно, чтобы вы меня поняли. Но вы можете включить субтитры на русском языке, а также на английском или испанском языках, если хотите. В этом видео я вам расскажу о себе. Я вам расскажу свою историю. Где я родилась, где я живу, чем занимаюсь. Я очень хочу, чтобы вы меня узнали лучше. Поэтому давайте начнем. Итак, моя история. Я родилась в России, в маленьком городке, который называется Ивантеевка. Мой родной город находится близко от Москвы, в 20 километрах. Вы знаете, города, которые расположены рядом с Москвой, Москва – это столица России, а города, которые находятся рядом, называется Московская область. Поэтому я родилась в Московской области. Моя семья была самой обыкновенной. Мой папа работал шофером. Моя мама была воспитателем в детском саду. Она работала с маленькими детьми, которым было 3 годика, 4 года, 5 лет. Еще у меня были 2 сестры, 2 старших сестры. У нас была большая разница в возрасте. Это значит, что когда мне было 5 лет, моей старшей сестре уже было 22 года. Она уже была замужем, а я ходила в детский сад, потому что у нас разница в возрасте 17 лет. С другой сестрой, со средней сестрой, у меня разница 13 лет. Когда мне было 5 лет, ей было 13 плюс 5 – 18 лет. Так что я была самая маленькая в семье. Мне всегда нравилось ходить в школу. Я ходила в школу с удовольствием. Мне нравилось учиться, мне очень нравились языки. Мне нравился русский язык, русская литература. А еще мне очень нравился французский язык. Поэтому, когда мне было 13 лет, я решила стать переводчиком или преподавателем французского языка. Я не знала, что выбрать – переводчик или преподаватель, но я знала точно, что это будет французский язык. И после школы я поступила на факультет иностранных языков, поступила в университет на факультет французской филологии. Там я изучала французский и английский языки. Мой университет находился в Москве, а я жила в Ивантеевке, в моем родном городе. Я могла бы жить в общежитии с другими студентами, но мне не хотелось. Я хотела жить в своем родном городе. Поэтому я вставала очень рано, потому что занятия в университете начинались в 8 часов утра.
Мне надо было ехать на электричке. Электричка – это такой поезд, который ездит из одного города в другой. Это пригородный поезд, который ездит между городами, близкими городами, которые рядом друг с другом. И я ездила на электричке час туда и потом час обратно. В электричке я обычно спала или что-нибудь читала. Потом, после электрички, когда я приезжала на вокзал, мне надо было ехать на метро. И я ездила на метро, когда было холодно, зимой, когда очень холодно, и я не хотела идти пешком, я предпочитала метро. Но весной, когда была хорошая погода, я предпочитала идти пешком, потому что мне очень нравится ходить. Особенно утром, когда пели птицы, когда всходило солнце, мне это очень нравилось. И я закончила университет. После университета я стала работать преподавателем французского языка. Но потом вдруг я решила выучить испанский язык, потому что мне он очень-очень нравился. Это очень красивый язык, очень мелодичный язык. И знаете, даже иногда, когда я слушала какую-нибудь песню на испанском языке или кто-нибудь говорил на испанском языке, у меня бегали по коже мурашки. Знаете, мурашки – это такое, как волнение, такое чувство радости, чувство эмоций. И я решила, что мне необходимо выучить испанский язык. Я учила его сама. Я очень-очень много слушала много песен, я очень много пела. Вы знаете, что это очень важно – много слушать и много петь для того, чтобы ваше произношение было правильным и было красивым. Поэтому я очень много слушала и очень много читала на испанском языке. И вот однажды я решила поехать в Испанию, чтобы побыть здесь, в Испании, несколько месяцев и попрактиковать мой язык, а еще увидеть культуру, познакомиться с новыми людьми, с испанцами. И я приехала в Испанию, в город Саламанка, и была здесь 2 месяца. После этого я вернулась домой и продолжила преподавать французский язык. Но через несколько месяцев я решила переехать в Испанию, потому что этот город, эта страна мне очень нравится. И мне очень нравится город, в котором я сейчас живу. Это Саламанка. Очень красивый город с очень красивой архитектурой. Здесь находится старинный университет. Я работаю в этом университете как преподаватель русского языка. Я преподаю русский язык студентам, которые он очень нравится. У нас в группе есть испанцы, есть англичане, есть китайские студенты из разных стран. Но всех их объединяет то, что они очень любят русский язык и русскую культуру. А теперь я вам расскажу, почему я создала этот канал. Потому что сначала я хотела делать видео
для моих студентов, чтобы они улучшали свои знания в русском языке, чтобы объяснять им темы, сложные темы русской грамматики на испанском. Но теперь я решила, что я буду записывать видео только на русском языке. Почему? Потому что это очень важно для вас слушать русскую речь. Слушать, как говорят на русском языке. Это вам очень и очень поможет выучить русский язык быстрее. Поэтому слушайте как можно больше. Читайте субтитры. Читайте субтитры на русском, на вашем языке, на испанском или на английском, но слушайте как можно больше. Так что в моих новых видео мы будем говорить о русской культуре, я вам буду рассказывать истории, но это все будет только на русском языке. А теперь я с вами прощаюсь и очень хочу, чтобы вы написали в комментариях вашу историю. Расскажите, пожалуйста, почему вы изучаете русский язык. Спасибо и всего вам самого доброго.